Итак, что такое пранаяма? Пранаяма — это дыхательные техники для изменения состояния сознания, практикуемые йогами. Санскритское слово «прана» означает жизненную силу, а яма — расширение или растяжение. При этом в большинстве направлений йоги задействованы дыхательные практики, которые благотворно влияют на организм. Каждая клетка человеческого тела нуждается в кислороде, чтобы нормально функционировать. Поговорим о пользе пранаямы. Регулярная практика контролируемого дыхания помогает уменьшить воздействие стресса, улучшить общее психическое и физическое здоровье. Техники способствуют оптимизации пищеварения, улучшают сон, позволяют худеть, снижать температуру тела и избавляют от стресса. Изначально пранаяма — часть духовной практики, но сегодня многие используют ее исключительно для заботы о здоровье. Результатами практических занятий пранаямой могут стать стройная фигура, красивая кожа, хорошее пищеварение, сильные легкие, здоровая кровеносная система, активная работа мозга, крепкий сон. Положительное влияние дыхательных практик объясняется принципами биологии. Последовательно меняя количество кислорода и углекислого газа в организме, можно влиять на самочувствие, а при регулярных занятиях изменять привычное физическое и психоэмоциональное состояние. Изучив 1400 документов, в которых упоминалось йогическое дыхание, исследователи пришли к выводу, что оно благотворительно влияет на нейрокогнитивные, психофизические, биохимические и метаболические функции организма. Дыхательные практики лучше начинать практиковать под руководством профессионала. Первое. Стройная фигура. Исследование, опубликованное в Международном журнале йоги, предполагает, что регулярная практика осознанного дыхания эффективна для потери веса. В эксперименте приняли участие 50 здоровых людей, выбранных случайным образом. Их разделили на две группы – исследовательскую и контрольную. 25 человек из первой группы регулярно практиковали дыхательные техники 6 недель. В результате у них значительно снизился среднестатистический показатель ИМТ – индекса массы тела. Усиленное дыхание может вызывать повышенное потоотделение, как при кардионагрузке. При сочетании дыхания с телесной работой, как в практике вакуумного массажа живота, сокращаются мышцы, что помогает избавиться от жировых отложений в этой проблемной зоне. Красивая кожа. Внешний вид зависит от множества факторов – полноценного сна, правильного питания, занятий спортом и правильно подобранной косметики. Пранаяма тоже помогает сохранить здоровье и за счет активизации кровообращения улучшить состояние кожи. Когда человек задерживает дыхание, клетки кожи снабжаются кислородом. Если совмещать практику с упражнениями, попеременно зажимая подбородок с опустившей шеей, эффект усилится. Но учитывайте, что неподготовленным людям такие замки стоит делать под непосредственным присмотром профессионала, чтобы не травмироваться. В статье, опубликованной в журнале Аюрведы и интегративной медицины, упоминаются антиоксидантные эффекты пранаямы. Исследователи утверждают, что осознанное дыхание предотвращает появление признаков старения, морщин, пигментных пятен и дряблости кожи. Хорошее пищеварение. Синдром расстроенного кишечника, гастрит и повышенную кислотность часто диагностируют у людей при неправильном питании. Эти заболевания также связывают с эмоциональным состоянием. Спокойный ум может повлиять на функции кишечника. Дыхательные практики помогают справиться с беспокойством, что способно улучшить процесс пищеварения, в том числе избавиться от хронических проблем. Одно из исследований показало, что за счет практики дыхания через одну ноздрю значительно облегчается самочувствие людей, у которых диагностировали проблемы с кишечником. Дыхание через правую ноздрю активизирует симпатическую ветвь вегетативной нервной системы, а значит возбуждает, а через левую, парасимпатическую, успокаивает. В одной из медитаций описано, что ежедневная практика пранаямы – это идеальный способ, чтобы выполнить детокс легких, предотвратить развитие синдрома и избавиться от хронических заболеваний. Сильные легкие. Осознанные вдохи и выдохи тренируют силу, с которой легкие расширяются и сжимаются. Человек учится задерживать дыхание, поддерживая изометрическое сокращение мышц. Со временем увеличивается объем легких.
Повышение работоспособности брюшной и диафрагмальной мышц позитивно влияет на дыхательный аппарат. Ученые провели эксперимент с участием 50 человек, которые в течение 6 недель проходили практики пранавы и савитри-пранаямы по 1 часу в день 6 дней в неделю. В результате выяснилось, что динамические параметры дыхания, включая тесты на легочную функцию, стали немного лучше по сравнению с изначальными состояниями. Мощный иммунитет. Стресс снижает иммунитет. Упражнения для глубокого дыхания, сосредоточенные на животе, усиливают защитный механизм организма и повышают иммунитет. Преимущество дыхательных практик в подавлении воспалительных маркеров, активированных стрессом. Это короткие дыхательные упражнения, которыми нужно заниматься ежедневно, но в перспективе они дают результаты, сравнимые с регулярными пробежками на свежем воздухе. Активная работа мозга. Осознанное дыхание позволяет управлять состоянием ума. Исследования показали, что пранаяма полезна для умственных способностей и психического здоровья. В эксперименте приняли участие 84 человека в возрасте от 18 до 25 лет. Участники эксперимента практиковали быстрые упражнения капалабхати и бхастрику, а также сложные надишадхану, пранаву и савитри. В результате занятий у них были отмечены улучшения когнитивной функции, слуховой памяти и сенсорно-моторных характеристик. Техники помогают укрепить парасимпатическую нервную систему и усилить ее вегетативный ответ. Мозг снабжается кислородом, беспокойство уходит, и человеку проще сконцентрироваться на мыслях, не отвлекаясь на эмоции.